Много-много времени до нашей эры. Или... Стоп. Какие-то наши эры. Эта вся история начинается в 2021 году. Да, именно в том году, в котором мы сейчас живем. Именно в том году, в котором все еще войны, все еще бедность и все еще богатство как контраст к бедности. Этот городок, о котором я буду рассказывать, никак не отличается от немаленького количества городов на этой планете. Это, конечно же, не настоящий город. Это все выдуманное, но у меня есть такое предчувствие, что и такое существует. Но этот город, он настолько избеднился, что я бы это даже городом уже больше не называл. В этом городе есть один единственный человек, который имеет богатство, который имеет хороший дом, который воспользовался добротой всех жителей в этом городе и построил себе дом, поставил свою машину и даже никакой забора не поставил. А почему он его не поставил? А потому что эти люди не бандиты, они все зарабатывают своим трудом. И речь пойдет о одном жителе этого города, о Вильям Джонсоне, который изначально был владельцем одной очень большой фирмы, которая производила электронные приборы в этом городе. Как раз вот, как можно увидеть по обломкам, это части приборов, которые они создавали, и которые они больше никогда не создадут, потому что этого уже больше не существует. Эта фирма обанкротилась, как и немаленькая часть фирм в 2020 году. И вот, этот город стал просто развалиной, в которой уже просто жить бесполезно. Но этот человек, Вильям Джонсон, он один из немалых изобретателей. Он очень хорошо знает свое дело, и к этому он, как и его дедушка, прадедушка, а также его и папа, они все были такими же изобретателями. И он хотел каким-то образом узнать будущее, чтобы не произошло еще раз чего-то подобного. Он знал, что дальше уже некуда, но может быть все-таки еще что-то произойдет в мире, то что он мог бы предотвратить. И он из-за этого хотел построить машину времени, которая его приведет в следующие года, в которых он может узнать о жизни всех, но и также о своей. Но проблема была в том, что у него никаких средств не было. Все, что у него было, это все, что осталось от его завода. А от завода остались только обломки. Ему приходилось каким-то образом из них создавать портал, который, как ни странно, он смог через некоторое время все-таки воссоздать. Это время. Единственный богач в этом городе ничего не делал. А что ему надо делать? У него есть свой доход, который идет бесконечно. Он даже не замечает жителей своего города, потому что их почти нет. Все или уехали, или сголодали. Что только с ними не произошло. Он вообще на них не обращает внимания. Они для него как муравьи в муравейнике. Но теперь обратно к Вильяму Джонсону. Он, когда создал этот портал, который работал еле-еле, как если бы кто-то сел на нитку, которая каким-то образом еще не порвалась. Это значит, что этот портал не может выдержать очень большой нагрузки. И под большой нагрузкой я имею в виду то, что этот портал сможет сработать только в одну сторону. Но и так как у него никаких приборов не было, он не мог это никак проверить. У него получился портал. Прошлое. 2020 год. В тот год, где все началось. И он, не зная этого, вошел в этот портал и попал в тот мир, в котором он уже когда-то был. Только проблема была одна, то что он не может ничего сделать. Он как призрак. Он может за всем следить. Он может только делать какие-то знаки. Но эти знаки могут привести его к победе. Они могут исправить мир. Но решения все еще будут у людей. Поверят они этим знакам. Задумаются они о себе и о других. Это как раз и весь вопрос. И так как он не хотел туда попасть, это было для него очень шокирующе, что он туда попал. Он хотел же в будущее, в котором он, может быть, что-то бы забрал, или как-то получил какие-то знания, или в прошлом, потом, когда бы уже вернулся в свои года, попробовал бы то будущее сделать только возможным будущим, не настоящим. Он постарался, может быть, исправить, но у него не получилось. Ему пришлось быть с тем, с чем он есть. Это значит, с 2020 годом, в котором он еще пока что-то значил, в котором он еще мог что-то сделать как человек, потому что после развала его компании все о нем забыли и все не хотели его никуда принимать. Он же развалил компанию. Кому такой нужен? И у него из-за этого осталось только 3 дня. 3 целых дня до того момента, когда у него развалится компания. До того момента, когда у него все обанкротится, все работники будут недовольны, он будет сам недоволен. И пока на него не нападет бедность, которая сделает его ничем в этом мире. Потому что в этом мире только деньги что-то значат.